Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы с вами продолжаем наш небольшой цикл, посвященный коучингу. И тема данного ролика – основные ошибки и, соответственно, правила рекомендации. Э, Что здесь самое важное? Мы с вами не все вопросы рассмотрим, только некоторые из них, но одни из самых распространенных. Первое. Неправильно воспринимать коуч-сессию примерно так же, как поход к врачу. Да? Неправильно воспринимать, что вам дадут таблетку, или вы расслабитесь, вам там что-то с пломбой сделают, или там подышите, вас послушают, и рецепт пропишут. Да, вы просто выпили, и все. Коучинг работает совершенно по-другому. То есть вы приходите для чего? Для того, чтобы понять, да, посмотреть на себя и на ситуацию с другой стороны, да, для того, чтобы понять, принять решение и пойти реализовать. Да, то есть должен работать ваш разум, да, он должен активно работать, чтобы понять, почему раньше было невозможно, а сейчас возможно, где ошибся, как по-другому. Должен работать разум, понимать, принимать решения. Должна работать ваша воля, да, потому что если воля не подключена, в вашей голове просто крутится, никаких изменений не происходит. Только там, где принято решение, вы вложили усилия воли, эта информация начинает работать. Да, я это сделаю, я с этим попрощаюсь, да, я приду там таким-то результатом. Да. То есть это не таблетка, это работа вашего ума, вашей воли, вашего сознания, без фанатизма, если упростить. Неправильно, что это можно сделать что угодно, да, скажем, болезнь зашла до какой-то стадии, и все это можно исцелить с помощью слова, да, с помощью коучинга. Значит, как это работает? Да? В большинстве случаев физиология не только негативная программа. Негативная программа создает большой заряд негативный, ну там больше-меньше, печальным последствиям, ну, к негативным изменениям. Да вот пока этот негатив, его воздействие, ну, в данном случае, если говорим о теле, да, на тело, пока это не переросло в болезнь, да, физиологические изменения, да, или это только начальная степень, то можно словом перепрограммировать наше сознание, убрать негативное воздействие, и на этом все неприятности закончились. Да. Небольшие отклонения, да, наша иммунная система, сила сознания сами восстановят. Но если негатив работает какое-то время, ну, скажем, в зубе уже дыра появилась, нужно идти к стоматологу. Можно, конечно, с помощью самовнушения, но долго. Быстрее, проще, экономичнее, безопаснее, правильнее к стоматологу. Да, поэтому желательно четко понимать, то, что мы делаем, оно не противопоставляет медицине, это должно быть взаимодополнение. Где можно с помощью слова, конечно, лучше с помощью слова, да, тем более там, где медицина не доберется. Но где произошли физиологические изменения, во многих случаях нужно обращаться, и чтобы эти изменения уже устранялись физиологическим способом. Да, поэтому второе – это без фанатизма. Да, одно не наивно, таблетка мне поможет, второе – это крайность противоположная, без фанатизма. Третье, что хотелось бы сказать, коуч не должен нравиться. Хотя наши сотрудники очень обаятельные, но желательно понимать, что это неправильно, когда вы принимаете решение относительно того, насколько вам радостно, легко, приятно, насколько там бальзам льют на душу. Основная задача, чтобы сеанс принес пользу. Да, чтобы он принес пользу, ну, иногда как бы вас могут спросить, вам приятно или правду? А если правду, это не всегда приятно, иногда это больно. Но если вы не примете соответствующего решения, узнать правду и попрощаться с проблемой, вы ничего не получите. Или это будет очень долгие танцы вокруг проблемы. Да? Поэтому не всегда это должно быть комфортно, но это вы сами должны для себя ответить. Да? Это должно быть эффективно. А эффективно значит или обозначить проблему четко, прямо, ее увидели, приняли решение, убрали. Это может быть болезненно. Или иногда, это тоже как бы вас
чаще всего спросят, ну, хотите, чтобы вот до вас дошло? Да, иногда корректные формулировки не доходят до человека, которому нужен какой-то, извините, там, ну, пинок. Да, поэтому, когда в ряде случаев, но это как бы, если вы не против, это более жесткая форма, и она подходит для вашего сознания. Вам рассказали, вы сразу протрезвели, сказали «понял», и проблема решена. Да, поэтому неправильно, если вы хотите, чтобы это было очень сладко. Правильно, если вы оцениваете, это должно приносить пользу. Да? Поэтому эффективные коучи, они не всегда очень уж такие мягкие. Они могут быть корректными, но когда нужно, вы, пожалуйста, сами для себя это тоже определите и свое согласие дайте. Чтобы это было четко, жестко, коротко и в десятку. Ну, вы к этому должны быть готовы. Вы можете выбрать длительный вариант или мягкий, или короткий, быстрый, но немножко нужно будет включить волю. Это не все ошибки, которые совершает человек, думая о чем-то, да, их на порядок больше, но одни из ключевых. По крайней мере, пожалуйста, эти просьба не допускать. Спасибо, до встречи.